Посвящается всем детям и мирным жителям, пострадавших от военных действий. Ася, ну хватит ворон считать, еда же станет. Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. День 1, 23 августа 1942 года, Сталинград. Что, дурной сон приснился? Угу. Ого-го. Игрушка лошадь Не Аркадий. переживай ты так, все хорошо. Тоже мне хорошо. А кто вчера всю ночь ревел? Будет тебе, барыня. Сегодня уже новый день. Да к тому же особенный. Думаешь, она помнит? Про день рождения мамы? Да помню, конечно. А я вот не сомневался. Уже придумала, что дарить будешь? Еще нет. Ну как же так? Зато у меня есть список того, что мама любит. Всю ночь составляла. Похвально. Расскажешь нам, что ты туда записала? Я не помню. Значит, надо заглянуть в список. Ну да, заглянуть. А это не его ты вчера порвала и по всей комнате разбросала. Не твое дело. Что же вы, право слово. Сейчас мы все найдем, склеим и совсем разберемся. Так, ну давай посмотрим, что У тебя определенно художественный талант. А у тебя должно быть очень хорошее зрение. С чего ты взяла? Я уже не молод. Ну, раз смог хоть что-то увидеть в этих каракулях. Спасибо, Аркаш. Этих карандашей мне не хватит. Где же я их оставила? Куда пропали все карандаши? Да по квартире разбросаны, небось. Ничего не разбросано. Я прекрасно знаю, где их оставила. В это даже мне поверить непросто. Ого, я и не знал, что ты ведешь записи. Только не смотрите, я свой дневник никому не даю читать. Да больно нужно. Так. Вот присесть. Эх, какие же вкусные конфеты были. Фаньки до сих пор пахнут шоколадом. Ага, да, обсыпала тебя тогда знатно. Белочка. Это не повод отказывать себе в удовольствии. Да, хорошие конфеты были. Шоколадные такие вафельные. Белочка. Вот и первый кусочек списка, а теперь нужно отыскать остальные. Вот бы накачать его, запрыгал бы как новенький. Да с ней все равно никто не играет во дворе. Да, и даже не помогло, что бабушка привязывала котлетку на шею, чтобы собачки хотя бы играли.
Так, вставай. От винта! Истребитель, не иначе. Ой, не одобряю я такие игры. Вот вернется папа, снова пойдете запускать их по ручью. Скорее бы. Ты мне еще пригодишься. Раньше мама читала мне по вечерам. Ты теперь такая взрослая и сама неплохо справляешься, правда ведь? Угу. Смотрите, как тянется к солнышку. А, еще поливать бы его не забывала. Цветок мой цветочек. Так, у нас еще где-то часть. А, вот же. О, это был последний. Давай сядем за стол и разберемся, что к чему. Готово. Так, давай посмотрим. Надо зашить, наконец, папину варежку. Может, включить патефон к ее приходу? Это создаст праздничное настроение. Да, у тебя к этому талант. Можно нарисовать, будто папа вернулся. Точно. Да, это ты хорошо подметила. Ты вечно ее расстраиваешь. Не говори глупости. Екатерина Семеновна всех любит. Даже тебя, барыня. Ну-ну. Так, дневник забрали. Надо посчитать, даже читать. Любимой доченьки в день рождения от мамы, 18 октября 40-го. Так, здравствуй, дневник. Мама подарила мне тебя уже довольно давно, как только я пошла в первый класс. Но раньше писать было будто бы не о чем. Потом началась война, папа ушел на фронт, и я стала чаще думать о всяком. Надеюсь, заведу полезную привычку все записывать. Может, хоть мама порадуется. Так, 1 июля 42-го. Так. Да нет, не надо это. А, все. Так, мама сегодня совсем не в духе. Я хотела познакомить ее со своими друзьями, барыней и Аркашей. Но она сказала, чтобы я не выдумывала, а лучше бы книжки почитала, которые в школе на лето задали. Вернее, она сама задала. Тяжело быть дочерью учительницы. Какие книжки, когда тут такое. Много рисую в последнее время. Не знаю, хорошо ли получается. Но, как говорит папа, главное, чтобы самой нравилось. Эх, папеньки, очень... Чего? Ох, папонька, очень мы по тебе скучаем. 30 июля 42-го. Так, давно не писал сюда, что-то не было настроения. Лето выходит какое-то бестолковое, ребята во дворе не очень хотят со мной общаться, поэтому чаще всего я просто гуляю одна, иногда катаюсь на качелях. Но погода стоит хорошая, больше всего я провожу со своими игрушками. Больше всего провожу время. Надо было. Ну ладно. 15 августа 42. Так, это Аркадий, деревянный конь. Папа смастерил его в деревне, когда я была совсем малышом. Это барыня, моя кукла. Хоть она и
Редкостная вредина, но я все равно ее люблю. Так, какие же вкусные были конфеты шоколадные, до сих пор вспоминаю. Так, окей. Так, теперь надо браться за дело, иначе можем не успеть. Да, давай, погнали, погнали. Так, а что нам? Патефон, матефон. Ё, что делать? Тут какое-то ускорение есть, надо так и будет медленно ходить. Петя, да чего же славный малый? Эх, папа, когда же ты к нам вернешься? О, да здесь спрятан ключик. Осталось найти, что он открывает. Так, здравствуйте, здравствуйте, мои родненькие, дочь Ася и жена Катенька. Очень рад был вашему последнему письму, прочитал уже раз 200, наверное. Ася, особенно приятно было получить эти рисунки. Здорово у тебя это выходит. Должно быть, ты в маму такая одаренная. Присылай, пожалуйста, еще. Как же я по вам тоскую, мои любимые, это не описать. Но сами вы там не унывайте, скоро уже вернусь. И не вспоминайте, что уезжал даже. Что еще сказать? Новостей тут немного, чувствую себя хорошо, пока держусь. Прошу только вас не обижаться на меня. Вам стал реже писать из-за того, что здесь просто нет бумаги. Такие вот дела. Передайте привет всем нашим. А пока до свидания. Крепко. Несчетно вас целую. Ваш папа Петя. Окей. Да, давно это было. Надеюсь, мама не обижается на папу, что к ее дню рождения письмо не пришло. Да брось ты, мама все понимает. Где же на фронте бумагу достать? Я думал, это какие-то стекла разбитые. Это такие типа сложные письма. Странно. Ну ладно. Свет мое зеркальце. Ты, конечно же. Давай к нашим делам вернемся. Давай, да. Там варежку еще надо Бери зашить. все, что может пригодиться для починки нашего шерстяного дома. Все. Давай включим уже. 100 лет музыки не слышал. А ты помнишь, что мама любила слушать? Хорошо. Если увижу обложку, сразу ту пластинку узнаю. Пинк Флойд. Где же она их держит? Еще надо пластинку найти. Так, ну теперь, когда все инструменты на месте, дело за малым. Ты, главное, не торопись. С чувством, с толком. Помнишь, как мама учила? Считай, что половина дела сделана. Аккуратненько, не уколись. Все, Вот. Уже и снова носить можно. А может, оставим один? Будет как Кутузов. Ну да. Теперь точно готов. Красавец, что сказать. Все, нос остался ему пришить морковку. Все, вот и все.
Здравия желаю. Товарищ Варежка. Привет, И товарищ Варежка. тебе не хворать, дружище. Так, новые записи есть. Кто бы мог подумать, из папиной Варежки получился такой замечательный товарищ. Чувствую, мы с ним надолго. Ох, только бы барыня Аркаша ревновать не начали. Теперь ты мне в самый раз. Еще бы, так меня затянуло. Теперь не отпущу тебя. И хорошо, а то у меня всегда руки мерзнут. А вторая где? С одной Варежкой? Чего это вранье сорвалось? Меня испугались, что ли? Прикольно. С Так, одной Варежкой. ну мы сошлись на том, что нужно починить папину варежку, поставить музыку и дорисовать рисунок. Ага, только для рисунка нам надо карандаши еще там наколупать. Гляди-ка, подошел. Окей, давай. Откройся. Так, вот карандаш. Отлично. Так, пластинки. давай посмотрим. Давай. Ой, надеюсь, там Собачка. не было ничего важного. Чего это? Какой-то завод. Не это. Ага, вот она. Вот это? Ну что ж, осталось установить. Что за пластинка-то? Непонятно, да? А это что? Ленинград. Лучше бы Ленинград. Окей. Что, все здесь? Больше ничего? Какие же у мамы красивые платья. А сегодня и повод есть, чтобы нарядиться. Так, больше ничего тут. Что это валяется? Какие же они тут Фотка. Красивые. счастливые. Ну, я бы не сказал, конечно. Совет то любовь. 1931. Мама с папой здесь такие молодые, счастливые и беззаботные. Все, дневник. Я тут отдохнуть вообще-то пытаюсь. Не мешай. Стало бедненько. Так, ну давай пластинку включим. И рисунок надо нарисовать. А у нас карандаш еще, да? Один, по-моему. Разберешься, как ставить. Объезжаешь? Попробую. О, а эта музыка мне тоже знакома. Красивая мелодия, самое то для праздничного настроения. Прямо как в старые добрые времена. Так, где у нас карандаш? Неужели дождь собирается? Кажется, дождь собирается. Осталось последнее дело. Ох, быстро же ты справляешься. Оставила для потомков? Не иначе. Конечно. Да, заявить о себе надо уметь. Обещаю больше тебя не терять. Слушай, я думаю, он не в обиду. А я все думала, где он лежит. Значок октябренок, да, по-моему. Интересно, как же он тут оказался? Ума не приложу. Да, Сагон Октябрят гласит, октябрята помогают пионерам, комсомольцам, коммунистам, рабочим и крестьянам. Октябрята стремятся стать новыми пионерами. Что-то она прям в самое начало. Окей.
Так, ну все, тогда надо пойти рисовать. Красивый рисунок у тебя вышел. Да это только набросок. Я простым карандашом наметила, чтобы аккуратнее получилось. Давай, Ась, покажи, как ты умеешь. И чё? Разукрашивать? Ну вот, светит и греет. Чё, блин, за раскраска такая? Эй, кстати, такое. Что за фигня получается? Кого зеленым тут нарисовать? Что такое? Вот бы скорее нам всем отказаться в деревне прошлым летом, было очень хорошо. Скорее бы все наладилось. Надеюсь, мама порадуется, когда увидит рисунок. 22 августа 42-го. Да, блин, как это положить? Все готово. Будем отдыхать на диване и ждать маму. Пойдем. Какая ты молодец, Асенька. Все успела. Теперь осталось дождаться маму. Посуду помыть, подмести, полы помыть. Ха, молодец, это слабо сказано. Жму руку. Вы уже все? А я думаю, это все зря, ничего не изменится. Что ты такое говоришь? А это ко мне озарение пришло во сне. Никакие хорошие дела не заставят маму полюбить Асю. Ведь это из-за Аси папа на фронт улетел. Что за бред? Ты же слышала, как они ругались в тот день. Твое имя там не раз всплывало. Поэтому-то мама тебя ненавидит. Да провались ты сквозь землю, гадина! Печаль, беда, беда, печаль. 23 августа 1942 года в ходе ожесточенных боев был разрушен город Сталинград. Погибли десятки тысяч советских граждан. На месте города остались горящие руины. За все время наступления солдаты вермахта вывезли из Сталинграда около 60 тысяч мирных жителей на принудительные работы в Германии. Ася и ее мама оказались в их числе. День, хрен знает какой, 853, 23 декабря 44 где-то в Германии.
Понимаю, что устала, понимаю, что надоело. Но нам нужно идти. Иначе холод и бог знает что. Слушай, я уверен, сегодня нам повезет. Гляди-ка, заяц, настоящий. Давай подберемся к нему поближе. Осторожненько. Да не бойся ты, ушастый, не обидим. Там уже зажаримся. Где? Дорогу спросить хотели. Как нам... Ах ты, собака. Вот это он дал дёру. Ну ничего, может еще нагоним. А неплохой бы из зайчика суп получился, да? Мгм. Хотя, судя по твоему взгляду... Да понимаю, что накормить и за ухом почесать охота. Попал милый. Ну ты прям Маугли. Не припомню, чтобы ты умела по деревьям лазать. Главное, чтоб такая махина на нас не свалилась. Да более знакомый орел. Интересно, как давно этот ящик здесь лежит? Не хотелось бы солдат встретить. Давай пошаримся внутри. Его взять никак. С ветерком! Опять ты. О, вот и наш старый знакомый. Побежали за ним. Пора-то нет. Сильная какая, а? Не зря же папа сына хотел. Да не обижайся ты, это же просто шутка. Хоть и не смешная. О. Эх, а еще пару лет назад ты бы здесь пешком прошла. И Только бы ничего не обвалилось, только бы ничего не обвалилось. мне даже комментировать не надо, там комментатор отличный. Да слава богу, все обошлось. Ты посмотри на него. Стоит, наблюдает. Не, ну с ним точно что-то нечисто. Ну что, все еще хочешь его покормить? Добро, ну тогда будем в оба глядеть, что они там едят. Слушай, ты прям как Алиса, только вместо кролика у тебя заяц. Только вот часов я у него не увидел. И что, туда не залезть? А нафиг тогда лестница? Чтобы перекинуть.
Ты не устал бегать от нас, ушастый? Уже могли бы и подружиться. Ты быстр, но мы быстрее. Если... Да, по сугробам выходит не так уж и быстро. Помню, зимой 41-го мы на Восточном фронте тоже вязли. В разведку на лыжах приходилось ходить. Так быстрее, не проваливаешься. Вот же было дело, а? Там же как раз меня и ранили. А потом комиссовали. Ну а дальше ты помнишь, сама подладывала. Товарищ Малышев. Не, перепрыгнуть не выйдет. Что, в другую сторону? Что за... Понятно. Окей. Ох, не нравится мне этот скрип. Сейчас шваркнется, кто-то пройдет. Волосок прошли. Да и что там, главное, выбрались. Ты как, жива? Кости целы? Это хорошо. Надо понять, как нам отсюда выбраться. Для начала лучше осмотреться. Ну это да, логично. Так, что тут? Не, слишком прочная. Вот если бы ее чем-нибудь сколоть... Сейчас. Чё? Кто-то ведь жил здесь, выходит. Посмотрим. Не зря же тебя Клавдия Викторовна столько немецкому учила. Переведешь? Сынок, пишу тебе в надежде, что ты наконец одумаешься. Эта война не оставит тебе ничего, кроме смерти и разочарования. Я помню, как ты рвался защищать малютку Хильгу, когда ее обижали в школе. Теперь же сам становишься на сторону обидчиков. Я верю, что в тебе осталось добро, и ты сделаешь правильный выбор. Мы с мамой очень скучаем. Твой отец Эрих. Судя по тому, что он смял письмо и оставил его здесь... Ну да. Так, и чего, все? Дайте хоть что-нибудь там. Вилку, ложку, топор. Хорошо сохранилось. Не мудрено в такой-то холод. Если выберемся, будет наконец-то чем зайца привлечь. Да, на всякий случай. Смотри, мешок сухарей. Первое время мы на этом точно протянем. Гляди-ка, там что-то есть за стеной. Давай попробуем расшатать эти дощечки.
Так, давай. Ух, осталась последняя. Ну что, кажется, теперь ты сможешь тут пролезть. Посмотрим, куда ведет этот проход. Ага. Это топор. Это то, что нужно. Только ты с ним поосторожнее. Это же топор. Все, больше ничего. Осталось подтолкнуть. Все, топор, до свидания. Сегодня наш день. Будем теперь лучше под ноги смотреть. Что-то погода совсем портится. Вот бы нам с тобой ночлег отыскать. Где же наш пушистый друг? А, вот он. Уже нас не видит. Давай поближе подойдем. Свеклу протянем, а авось клюнет. Замри. Не буду, зайчик. Черт, сколько же их тут. Тут не до шуток. Попадаться нам никак нельзя. Стой! Видишь, фонарем светит. Вон там пушки. Бери. Ich kann mich kaum erinnern, wie es daheim ist. Sag mal, wie spät? Wie geht es Ihnen? Nichts. Nach und nach. Es ist verdammt kalt. Hoffentlich hole ich mir keine Erkältung. Ich hab Hunger. Типа ящик беспалевно, как ящик едет. Ну неужели пронесло?
Nimm sie! Нас заметили, беги! Я что? Вставай, вставай скорее! Ася, что с тобой? Ася! Так, день 783, 15 октября 44, рабочий лагерь в Германии. Асенька, просыпайся. Просыпайся, родная, наша смена скоро начнется. Давай, я тебе помогу. Доброе утро, мам. Ты не видела варежку? Да постирала я твоего товарища. Еще вчера вечером. Сохнет. Я его не могу здесь одного оставить. Хорошо. Только давай скорее. А я пока в очередь встану. Угу, я мигом. Так, долго не решалась написать. За последний год жизнь наша сильно поменялась. Словно не год, а целых 100 лет прошло. После того, как город разбомбили, нас с мамой везли на вражеские земли. Первое время было настоящим кошмаром, но теперь как-то легче обо всем говорить. Наверное, привыкли. Ко всему привыкаешь со временем. Все эти трудности для нас с мамой... Трудности нас с мамой даже сплотили. Мы теперь всегда вместе. Мама обо мне заботится, а я не даю ей заскучать. Живем мы у них в большом бараке с остальными женщинами. Все к нам относятся хорошо. Особенно тетя Надя всегда найдет чем порадовать. Ох, ёшкин кот. Так, сейчас мама угостила меня яблоком. Очень вкусно. Вот такие навыки нам выдали. Нашивки, думаю, нашивки. Так, означает... Остарбайтер. Ага, работник с Востока. Первый раз здесь в лагере я увидел иностранцев. У них другие нашивки были, но название я не запомнила. 1 октября 43. Остарбайтен. Так, дни похожи друг на друга. Работа такая тяжелая, что сил никаких не остается ни на что. Еды еще все время не хватает. Не хочется жаловаться. Просто накипело. Раз уж скоро мой день рождения, нарисую свои любимые блюда. Пусть хоть здесь меня порадует. Так, запеченная курочка обязательно с толченым картофелем. Свежая булочка с повидлом. Ничего лучше к чаю быть не может. Колбаса докторская. Ну вот, нарисовал, теперь живот заурчал. 12 октября 43 года. Так, очень непривычно, что у нас тут. Здесь в Германии нигде не найти простого чая. Они тут пьют какой-то странный напиток, называется эрзац-кофе. По-нашему кофе-заменитель. Мама мне не давала пить кофе дома, а этот, говорят, можно, потому что обычный цикорий. Гадость редкая, но выбирать не приходится. Белл, топор. Тут можно немецкий выучить. Так, я и в школе немецкий учил, а здесь вот такой словарь еще попался. Язык врага надо знать, мама говорит. Никогда бы не подумал, что буду скучать по школе. 15 октября 43-го. Руль. Ты язык сломаешь, блин. Это вам немецкого. У меня и с русским-то не так. Все гладко. А тут еще по-немецки.
Так, где там, товарищ Варежка? Ага, вот ты где. Не дотянусь. Зашибись. Не понял. Да, тырк. Ух, вот так пробуждение. Долго я спал? Пойдем скорее. Мама уже заждалась. Такие бараки. Ну, атмосферно сделано, конечно, хорошо. Ничего не скажешь. Пропустите, пожалуйста. Конечно, мышонок, пролезай. Давай руку. Как он? Успел хоть высохнуть? Да, все хорошо. Ну и слава богу. Как здоровье твое, Катюх? Будет и будет, чего уж теперь, ну а как иначе? Как тут справишься? Ты чего думала, что не день Бывало и разочарования? Да кто ж его знает? Да будет... Кашель мне твой не нравится. Слушай, Злат, а горчишники у тебя остались еще? Да было пару штук вроде. Вот, после смены будем ставить, значит, не отвертишься. Мне вот интересно, вот, на нескольких языках, в принципе, на русском, понятно, на английском. Как вот? Ну, классно, конечно, что, в принципе, создают такую игру, чтобы для тех, кто не в курсе, как говорится, кто не учил историю, кто, ну, кого это не касалось, те хотя бы хоть как-то могут пережить те моменты, те года. Ну, не знаю, горчичники, они поймут, нет, как это переведено. Ох, девчонки, что бы я без вас делала? Да брось ты, ерунда. Кстати, а вы знали, Надька-то наша. Schweigt! Wartet больше болтать! Ишь ты какой серьезный. Не серчай, Гюнтер. У нас тут развлечений и так немного. Diese Frauen werden mich noch verrückt machen. Пойдем, доча. Нет, я не хочу. Холодает с каждым днем. Ничего, мы с тобой не такие морозы видали, правда? Да, мне вот совсем не холодно. Вот, не зря тебя папа закаляться приучал. Да, а ты вот обливаться ледяной водичкой не хотела. Кто же знал? Ох, что-то мне нехорошо. Я придумала. Давай сегодня поменяемся. Как это? Я буду основную работу делать, а ты мне помогать. Ну, как же ты будешь? Не переживай, я справлюсь. Вот увидишь. Wo bist du, Svidite? Новая партия ждет на улице. Ага, я мигом. Что там? Да. Тогда поступим так. Я буду намыливать, а ты щеткой чистить. Поняла. Ну, У тебя отлично выходит. Молодец. да. Вот и со вторым закончили. Ловко у тебя получается, дочь. Грязные тапки. Ну что,
Теперь, когда все чисто, можно приступить к починке. 3 тапка, что ли, было? Только вот у нас, похоже, материалы закончились. Возьмешь у тети Нади коробочку? Сейчас. Ладно. Тетя Надя, а вы не дадите нам еще материалу? Для тебя, солнце мое, все что угодно. Вот, держи. Спасибо. Смотри, теперь нам нужно залатать дыры. Ну. Давай, пошли. Медленно сначала. Yes. Умница. Замечательно. Точенько. Ты у меня просто мастерица. Жесть, ну и то. Так, теперь остается подошву починить. Давай. Я пока все подготовлю, а ты принеси, пожалуйста, ящичек с инструментами. Иду. Meine Güte. Откуда руки растут? И жопа откуда вообще? Я сейчас все соберу. Ох, милая, не переживай. Сейчас помогу. Все. И ящик в карман. Опа. Почти справились. Остается приделать подошву. Он крутится. О, одним выстрелом сразу там был зайцем. У тебя золотые Вообще руки. 3. Тройной. Давай, молодец. Скачет вообще жесть. Вот так несешься. Так, последний Может, ход. передохнешь? Я же вижу, ты молоток уже еле держишь. Нормально. Нет, я хочу все успеть. Если бы он не скакал еще вот так, вот, я бы еще быстрее фигачал. А ну, живо на построение! Да какой построение? Погоди,
Мам, ну мы же не успели. Как же так? Не переживай. Ты у меня прекрасно со всем справилась. Но ведь нам теперь режут талоны на еду. Ничего. У меня там для тебя кое-что осталось. Ты, наверное, так устала сегодня. Ничего, дочь. Скоро уже ляжем, передохнем. Прости, что подвела тебя. Ну что за глупости? Я так тобой горжусь. Ты у меня такой взрослый стала. Не должны дети взрослеть так рано. Только для меня ты всегда будешь крохой. Ну что, Кать, горчишники будем ставить? Конечно. Я уже водичку подогрела. Спасибо, дорогая. Только Асю уложу и зайду к тебе. Ну что, пора бы нам с тобой ко сну готовиться. Давай, ложись, а я с тобой посижу немного. Спит царевна, уж в долине колокол затих. Уж коснулся сумрак синий, башмачков. Ты как, в порядке? Воспоминания? Я так испугался, когда ты сознание потеряла. Но все-таки мы с тобой в рубашке родились. Кому расскажи, не поверят. Ну все, пора нам двигаться дальше. Надеюсь, больше мы тут никого не встретим. Все сильно. Эх, вот бы нам сейчас укутаться в теплое одеяло. Налить чайку. Сидеть себе у печки и ни о чем не думать. Ты только это, нос не вешай. Должно же нам сегодня привезти. Погода что-то совсем дрянная становится. Сейчас что-нибудь случится. Бух ты мой. Шагу назад. Прорвемся. Смотри, кажется, там что-то есть вдалеке.
Похоже, никого нет. Есть идеи, как попасть внутрь? Так, нам тоже не пробраться. Может, нам чем-нибудь сломать эти доски, а? Вот же, а? Ладно, не будем отчаиваться. Придумаем что-нибудь еще. Интересно. Думаешь, через крышу? Попробуем. О, вижу проход. Ой! Ничего не видать. Окей. Ух. Да тут не сильно теплее, чем снаружи. Ну, ветра нет, и то хорошо, правда же? Ну да, это лучше, чем ничего. Так, что у нас тут такое? Мама, подарок. Твой подарок самый теплый. С днем рождения, доченька, пусть тебе всегда будет тепло в этой меховой шапке. Помню, что любовь матери сильнее самой лютой стужи. 18 октября 44-го. Да, я прочел. Так, я очень люблю тебя, мамочка, безмерно скучаю. Так, не грусти. Чего в бреду уже словно целую вечность. Бреду уже словно целую вечность. Я не знаю, на правильном ли я пути. Другого выхода у меня все равно нет, мама. Ноябрь 44-го. Так. Дорогие, любимые мои Катя и Асечка. Нет слов, которые бы описали, как мы вам, по-моему, скучаем. Мы живем дружно. В нашу деревню пока еще не сунулся немец. Есть хлеб и свежее молоко. Чего еще желать? Не представляю, каково вам должно быть на чужбине. Одна радость, что живы. Что доносится все-таки иногда от вас весточка. Пусть весь этот кошмар закончится. Да, и что-нибудь поскорее. Любим вас и ждем с нетерпением в нашей деревушке. Ваша бабушка, тетя Лида и малыш Егорка. 18 октября 43-го. Все. О, эта печка наше спасение. Наконец-то согреемся как следует. Помнишь, папа показывал, как разжечь костер? Сначала бумага, потом деревяшки, ну и поджигаешь потом. Так, ну что? Без дров нам огонь не развести. Это понятно. Так, давай поспрыщем дров и бумагу. А ты ведь у нас неплохо на коньках катаешься. Да. Жаль, что сейчас не до этого. Не зря этот шкаф сюда подвинули. Метет же! А, вверху бумажки, да? Ну, понятно. Наелся, уснул. Ты не беспокой, Усача. Кто-то так старательно заколотил дверцу. Может, и не стоит туда лезть, а? Стоит. Жемчужные сережки. Странно, как они тут оказались. Отлично. Так, у мамы были такие, но она выменяла их, чтобы подарить мне шапку. Понятно.
открыть. Окей. Так, еще больше, да? Что это? О, готов поспорить, она испугалась не меньше. Так, ножичек. Не похож он на кухонный. Я бы не трогал. Краску эту с пальцев потом не отмоешь. В смысле не трогал? Кружка нам еще пригодится. Да я нож хочу забрать. Ну ты варежка. Ах ты, блин. Какой ты товарищ варежка? Ты, блин, не товарищ, да. Что у нас тут? Чего это пол так скрипит под весом маленькой девочки? Погреб. Да тут есть подпол. Страшно. Страшно. Интересно, что там внутри? Так, здесь больше ничего. Давай печь сначала растопим, а потом покатаемся. Замерзнешь ведь. Я посмотреть только. Удалиться. Так, это уже интересно. Что у нас тут? Спички. Здесь, похоже, осталось несколько спичек. Ура! Посмотрим. Как по-немецки. Так, 2 марта 39-го Ульрих сказал, что мы переживем всю эту беду в лесу, будем жить в его домике, и никто нас не найдет, волнуюсь. 20 апреля 41-го. Уже почти год так живем. Ульрих охотится на диких животных. Я готовлю и наложу уют, насколько это возможно. Кажется, что весь этот ужас обходит нас стороной. Иногда Ульрих собирается за провизией в город. Мой живет растет с каждым днем. Не знаю, как мы проведем роды, но ехать в город со мной — это слишком большой риск. 10 октября 41-го. Давно я не возвращалась к записям, явно одно. Да, жизнь полна чудес и сюрпризов. Все. Да, Ульриху удалось привести своего старого знакомого доктора, чтобы он принял роды. Так и появилась на свет наша маленькая Анна. Это самое прекрасное создание. 3 января 42-го. Зима в этом году особенно злая. С трудом поднимались с постели. Болит живот, лихорадит. Ульрих отправился за лекарствами в город 3 дня назад. Еще никогда он не задерживался так долго. Мы с малюткой пока держимся, хоть и с трудом. О плохом стараюсь не думать. Все. Не-не-не-не-не-не-не. Книги мы жечь не будем. Книги мы К тому жечь же не отсырели они, не загорятся. Газету надо найти. Какие красивые и добрые люди. Поменяется это. Знакомый эрзац кофе. Не чай, конечно, но тоже сойдет. Эрзац кофе. Изменитель. Тише, тише, тише. Уложить ребенка — это счастье для мамы.
Не будем их будить. Женщина сидит с этим, с ребенком. Так, хорошо, а где бумага-то? Как я понял, ее муж не вернулся. И она теперь одна. А ты неплохо придумала. Набрать снег в кружку. Молодец. Остается только нагреть, и будет нам кипяток. Да, тут осталось бумагу. Чисто в теории, да? А. Подожди. Руками эти доски точно не оторвать. Там, наверное, бумага. Так, а где у нас что-то? Согласен. Лазить по чужим вещам нехорошо. Но не переживай, мы же лишнего не возьмем. Смотри, у папы такая же стамеска была. Он тебе тогда еще коня Аркашу смастерил. Возьмем на всякий случай. Еще спички. Коробок пустой, вот засада. Чего? Еще поищем. Детская одежда в такой жуткой хижине как-то не вяжется. Подсырели. И зачем они нам без ружья? Опять не открывается. Положено. Так, ну тут все окей. Открываем. Вот и стамеска пригодилась. Кажется, поддается. Теперь вторую. Вот так. Еще немного. Ура, получилось! Что же там внутри? Как же без этого? Какой необычный подсвечник. Как он там называется? Документы какие-то. Язык незнакомый. Будем надеяться, что ненужное. Да и выхода у нас нет. Бумага есть бумага. Ну да, это лучше, чем книги сжечь. Давай, документы сожгем, паспорта, все остальное. Какой необычный подсвечник. Так и нахер он здесь вообще? Вот для чего? И с ними ничего не сделать. Указать, что разработчики евреи. Давай осмотримся. Где-то здесь точно должны быть дровишки. Или типа это евреи скрываются от немцев. Так, что еще раз? Так, давай осмотримся. Где-то должны быть дровишки. Еще дров нет. Так, подожди. Давай осмотримся. Где-то здесь точно должны. Так, погоди. Ну, что брать не хочешь. Так, ну здесь мы посмотрели. Шкаф, сюда, все глянули, да? Не открывается. Так а эти доски, нет? Где они? Все. Сжечь эти доски. Или на улице, наверное. Или внизу. Вон трава. А давай-ка дровишки в печь покидаем.
Приступим. Холодно-то как. Так не пойдет. Сначала растопка. Так, блин, она не захочет, не хочет залазить. Это что за фигня? Теперь дровишки. Вот так. Теперь можно поджигать. Так. Ура, получилось! Живем. Теперь почти как дома. Вот бы еще этот кофе заварить. Что? Давай заваривать наш напиток? Остается дождаться, пока снег растает. Так. Скоро закипит. Осталось только добавить кофе. Ох, черный как ночь, а какой аромат. Кружку хватай осторожнее, горячая. Так, ну давай теперь устроимся поудобнее в кресле, потому что с кипятком лучше не бродить туда-сюда. Теперь отдохнуть можно. А доставай-ка припасенные сухари. Ничего себе, на запах прибежала. Угостим соседку. И правильно, мы же тоже человек. Может, дождемся весны здесь, втроем? Ты только представь, огонь трещит, птички поют. Ты задремала в кресле, я греюсь на печи. Эх, шучу я так, конечно, шучу. Нам с тобой есть куда идти. Давай, доставай письмо. Уж больно перечитать хочется. Давай, доставай письмо. Уж больно перечитать хочется. Дорогие, любимая наша Катя и Асенька. Нет слов, которые бы описали то, как мы по вам скучаем. Мы живем дружно. В нашу деревню немец пока не сунулся. Пока еще есть хлеб и свежее молоко. Чего еще желать? Не представляю, как вам должно быть на чужбине. Одна радость, что живы, что доносится все-таки иногда от вас весточка. Пускай весь этот кошмар закончится поскорее. Любим вас и ждем с нетерпением в нашей деревушке. Ваши... Ваша бабушка, тетя Лида и малыш Егорка. Спи сладко, моя родная. Скоро мы обязательно с ними повстречаемся. Извините, а вы не видели мою маму? Нет, солнышко, маму твою не видела. Ну, чего ты нос повесила? Вернется мама. Куда ж она денется? Я уже не жалуюсь. Ой, твои бы слова, да Тетя Злата, вы не знаете, куда ушла мама? Да, она говорила, что какое-то дело важное. А куда пошла, не сказала. А я и не уточнила. Херня.
Далеко собралась, Проныра? Гюнтер тебя не пустит уже. Тетя Надя, я не могу найти маму. Ты лучше ляг, поспи. И сама не заметишь, как мама придет. Простите, а вы не видели... Du kannst nicht raus. Смена уже закончилась. Ой, а где все? Нужно отыскать маму. Кошмар какой-то. Ты что, потерялась? Не толкайся, стой смирно. Ох, не нравится мне это. Обязательно найди меня. Только не терзай себя. Это не твоя вина. Помнишь наши игры в прятки? Это почти то же самое. Я вот помню, как мы ездили на велосипедах за город. Раннее утро, солнце заливает комнаты теплым светом. Мы берем с собой овощи, хлеб, воду и спешим в дорогу. Ветер развивает наши волосы, ты такая счастливая. А дальше все стало совсем плохо. Папа ушел, но обещал, что все будет хорошо. Что скоро вернется, и мы заживем еще лучше прежнего. Что все это забудется, как страшный сон. Ты знала, что иногда мы обманываем ради близких? Все поменялось так быстро. Когда пришли они, стало по-настоящему страшно. Этот страх был всегда со мной.
этим страхом я отравляла тебя. Мы ссорились чаще, чем следовало. Я ругала тебя и даже не задумывалась, каково было тебе все это время. Помнишь тот поезд, в котором нас везли сюда? Казалось, что мир сжался в беспросветную черную точку. Только маленькое окошко, из которого дул свежий ветерок, вселяло надежду. Оно напоминало, что мы по-прежнему живы, можем видеть свет, дышать и чувствовать прохладу. Насколько бы ни сгустились тучи, для меня ты всегда останешься тем самым окошком. Ты стала такой взрослой. Дети не должны взрослеть так рано. Эта война нас всех состарила. Так не должно было произойти. Как я могла оставить тебя одну? Когда прилетели самолеты, а потом взрывы, я не успела даже понять, я всегда буду с тобой, а ты всегда будешь моей маленькой дочкой. Тебе пора, родная. Я знала, что ты меня найдешь. Открытка. С днем рождения, доченька, пусть тебе всегда будет тепло в этой меховой шапке. Помни, что любовь матери сильнее самой лютой стужи. Кто-то идет.
Надо бежать. Но тихо, без лишних движений. Так, думай, думай, думай. Здорово. Еще немного, и они выломают эту дверь. Надо выбираться. Да уж, не задалась ночевка. Я уж там размечтался, задремал. И ничего, пока ноги несут, надо идти. Глядишь, там и убежище какое-то подвернется. Сейчас хищник как-нибудь подвернется. Погоди-ка. Похоже на советский самолет. А вдруг эта папка прилетела и тебя ищет? Уж на самолете-то мы мигом на родину доберемся. Так, нужно, чтобы он нас заметил. Есть идеи? Костер можешь. Давай за ним, а там уж разберемся. Пошутил. Другого хода нет. Надо лезть. Только голову пригнуть не забудь. Только представь. Как же он скучал, наверное. Ну, прям целый лабиринт. Но хоть снова дышать можно. Сейчас он будет шлепнуться. Вот это вираж. Ничего, мы за ним поспеем. Главное, нам не останавливаться. Здесь. Что за темень? Ася. Ощущение, как будто по кругу идем. Гляди-ка. Я, конечно, не следопыт, но это явно не белка и не заяц. Дикие звери, они же это... Уф, уф. Они же кушают маленьких детей. Ладно, не буду нагнетать. Кажется, верной дорогой идем. Не мерзнешь? Все хорошо? Вижу, вижу. Второе дыхание открылось. И не мудрено. Папа ведь тут совсем рядом. Да черт его. Еще левый самолет летает. Вон уже и просвет какой-то.
Давай через речку махнем, а там, глядишь, и заприметит нас папа. Нет. Ох ты ж. То-то же шакалы. Бежим скорее. Падение было жестким, наверняка папе нужна наша помощь. Ой, а это не папа. Девочка, в лесу. Я пришла вам помочь. Своя, значит. Это я помогать должен. Ты вот сплоховал немного. Как зовут-то тебя? Ася. А меня Игорь. Будем знакомы. Ну что, давай костер разводить, пока мы с тобой не задубели тут. Спички у меня есть. Карта уже не пригодится, похоже. Только вот подняться я не могу. Так что сухие ветки тебе натаскать придется. Справишься? Угу. Куда деваться? Думаю, не подойдет. То, что надо. Еще несколько таких, и будет нам костер. Так, ну что, видите? Будь осторожна, тут могут быть звери. Че это висит? Хотя шум от падения, должно быть, всех распугал. Опять надо. Сюда уже фигня. А ты не из болтливых, я смотрю. Уважаю. Конечно. Как там говорят? Сам я говорю, чтобы сознание не терять. Раз уж шевелиться не особо выходит. Думаю, этого будет достаточно. Можно разводить костер. Для врага. Как-то что-то вроде этого. Умница. Теперь надо поставить... Поставить шалашиком. Знаю, меня папа учил. Хороший человек должно быть, папа твой. Самый лучший. Ловко ты управилась. Раньше было больше спичек. Да что так? Я человек неверующий, но сейчас нам бы не помешала помощь свыше. Вот, другое дело. Надолго вам таких дров-то не хватит.
Ох, саднит, зараза. Могу я как-то помочь? Да что тут сделаешь? Хотя, знаешь, в кабине аптечка должна быть. Посмотришь? Ты возьми горящую веточку, лучше видно будет. Тут ничего нет. Вот же. Похоже, выпало во время падения. На дереве он висит. Я могу быть. С любовью от Марии и Сонечки Юсу Герой. Не хочу. О, вот и аптечка. Наверное, только вот сумка порвана, а внутри пусто. Должно быть, снег упало. Посмотри вокруг. Все, то в чем? Ну ты прямо сыщик. Что бы я без тебя делал? Коней бы отбросил и все. Что бы делал? Раны тебе перевязывать, надеюсь, не приходилось? Нет. Смотри, сначала надо промыть все водой. А что из них вода? Смотри, сначала надо промыть все водой. Затем обработать перекисью, чтобы никакая зараза в кровь не попала. Вот теперь можно замотать руку бинтом. Все, хоть в медсестры. Спасибо тебе большое, Ася. Ты вообще как тут оказалась? Куда путь держишь? Это долгая история. Я домой иду. Меня в деревне бабуля ждет. А в лесу я оказалась, потому что... Вот я дурында, чуть не забыла. Я фотографию у вас в кабине нашла. Вот. Это же мои родненькие. Я уж думал, все. Пропала фотокарточка. Меня ведь тоже в родной деревне ждут. Дочь моя. Чуть помладше тебя, девчонка. Соней зовут. С матерью осталась. Словно целая жизнь прошла с тех пор. Знаешь, я порой закрываю глаза и словно наяву все это со мной происходит. Плыву я на своей птичке по небу, мотор ласково рычит, пропеллер отгоняет тучи. Подо мной вражеские руины, которые вижу в последний раз. Что, пулемета нет у тебя? Чем дальше я проплываю, тем теплее и радостнее у меня на душе. И тут сейчас башня стоит. Вот-вот и родные просторы начинают проявляться за горизонтом. А там земля, там и дом родной. Где дом, там и родимые мои дочь и жена. Вот уже обнимаю их, носом в соломенные волосы зарываюсь. Они плачут от счастья, я целую их в соленые щеки, говорю им, как люблю, как ждал этого часа. Так бы и заново.
Если сейчас побежишь, не догонят. В той стороне город, там выжить больше шансов. Возьми фотографию только, пожалуйста. Чувствую, им с тобой надежнее будет. Но как же вы? Беги, беги давай. Со мной все будет нормально. Чую, они у нас на хвосте. Медлить нельзя. Осторожно, там камни. Ну что же это за ночь-то такая? Только все начинало налаживаться. Вода леденющая, даже не думай туда плыть. Умница моя, просто умница. Но останавливаться нам никак нельзя. Немцы, холод, дикие звери, не дай бог. Выше нос. Не зря мы с тобой столько уже прошли. В смысле? Ох ты ж. Вижу, все в порядке. Сейчас выберемся, не боись. Тише, 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 тише. Слышишь? О, только заметил. Кажется, зверь какой-то. Давай-ка мы переждем. Похоже, ушел. Осторожно, лед очень хрупкий. Так, если был один, значит и остальные неподалеку. Давай глядеть в оба и... Тише воды, ниже травы. Еще один. Дремлет, летит. Пригнись.
близко, я от страха чуть не развязался. И поехали. Ох, как же нам повезло. Бежим, бежим от греха подальше. Поверить не могу, мы выжили. Два дня спустя, 25 декабря 44 года, Германия. Нужно идти. Пошли. Это что это такое? Ты кашляешь или что? Не-не-не-не-не-не. Болеть нам никак нельзя. Только светало, когда с Игорем попрощались. Теперь уж снова солнце заходит. Кажется, вижу огни вдалеке. Уверен, еще немного и к городу выйдем. Интересно, какие они, немецкие города? Должно быть страшное и грязное. Ну ничего, мы с тобой и не такое видали. По крайней мере, теплее будет, а уж еду и подавно там найдем. Ух ты ж, не обманул нас Игорь. Дошли, наконец. Да куда? Вот другое дело. Настрой — это самое главное. Погоди, не спеши. Только под колеса нам угодить не хватало. А ну-ка, стой. Я тут вспомнил кое-что. Эта нашивка твоя нам в городе ни к чему. Вот так. Давно нужно было это сделать. Ох, не нравится мне твой кашель. О, не стрелял. Будь осторожна, кажется, там кто-то есть. О, повезло, что он нас не заметил. Не будем терять бдительность. Кто знает, чего ждать от этих людей. Смотри, этот, похоже, спит. А еще он свой бутерброд не доел. Ну, значит, ему больше не нужно, правильно? Алло. Эй! Зато кота покормили. Вот это наглость. Давай за ним, может, еще нагоним. Только не забывай про осторожность. Никому здесь нельзя верить. Тихо, 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 тихо. Пускай пройдут. О, вижу его. Что, все в зубах держит. Несет куда-то.
Стой, осторожно. Лужа. Ой! Вот же бестия скрылся. Тоже думаешь, что он там что-то прячет? Только мы между этих прутьев с тобой не протиснемся. Но мы запомнили, где он обитает. Угу. Че, на машине прокатимся? Мне чудится, или это жареный гусь. Глаза, может, и подводят, зато нос никогда. Так, а давай подойдем поближе, пока его не унесли. Окно не закрыто, вот так удача. Ой, ты цела? Поехали. Хорошо, что все обошлось. Это же надо так, а? Ну что за люди? Только не вешай нос, найдем что-нибудь еще. Гуси жареные, огни, песни. У них что, праздник какой-то? Сложно. Неужто Новый год? Вот же время-то летит. Празднуют они. Мы с тобой тоже отпразднуем, когда еды раздобудем наконец. Здесь хотя бы ветра нет. А вот смотри-ка, у немцев дома друг к другу жмутся. Так им, видимо, теплее. Блин, ходят тут всякие. Ушки пропадают. Гляди-ка, похоже на булочную. Давай посмотрим. Мало ли перепадет чего. Сейчас шуганут. Пусть бегут, а мы за ними проследим. Больно выпечки у них много, может, чего растеряют по пути. Они свалили. Ничего, главное не отчаиваться.
Что-нибудь да обязательно подвернется. Будем глядеть в оба. Для праздника. Эй, гуся нашего и след простыл. Ну и ладно, будет нам еще добыча. Не вешай нос. Ни пройти, ни пролезть. Но мы запомнили кота. Ты смотри, мелюзга хлеб разбазаривает. Вот же негодники. Ты же не думаешь? Эх, да. Выбор у нас невелик. Хлебные крошки тоже еда. Если осторожно подкрасться... Шаршать начнут. Нет. Нас заметили! Беги! Ну, хоть так. Ну вот, дети все-таки не за нами бежали. Сейчас, а вон, коту. Смотри-ка, у этих маленьких разбойников тут потайной ход. О! Вот так встреча. Домашняя, оказывается. А еду у частных людей, значит, для развлечения таскает. Чуешь? Запах домашней выпечки ни с чем не спутаешь. Посмотреть бы, что там, хоть одним глазком. Сейчас мы коту хвост открутим. Так, там вот что-то красное висит. А ленточку, похоже, та девчонка уронила, которая птиц кормила. Как думаешь, вернется за ней? Что, сберем? Ох, да чего же славный пирог, домашний, горячий. Такой бы тебя быстро от всех болезней вылечил. Как бы нам эту задвижку повернуть? Ну так ленточка, ну что? Зацепить бы чем-нибудь. Давай поищем что-нибудь во дворе. Слушай, а что если мы петельку из ленты сделаем и задвижку того под цепь? Я сразу предлагал ленточку забрать. Да что ж это такое? Тихо, тихо. Ключ. Ох, 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 ох.
Да не под руку не говорил бы, если... Да как так? Заступай, что это? Нет, только не это. Блин. Подлюка. Ася, ты не расстраивайся. Мы обязательно что-нибудь придумаем. О. Ася! Не может быть. Кошатина. Ася! Ася, очнись! Это наш шанс. Давай, последний рывок. Там окно открыто уже. Отлично, теперь главное не шуметь. В окно не успеешь, схватят. Лезь в ящик скорее. Ach, was ist das hier? Двадцать 25 апреля 45-го года, Германия. Думаю, не зря эта дата. Или просто совпадение. Да. Нас приютили сюда. Вот же ты разбойник. Напугал. Знаешь, ты еще легко отделалась. Посмотри лучше на меня. Чё, кот раздербанил. Со времен фронтовых будней таких ранений не было. Не раскисай. Дела не так уж плохи. Все поправим. Давай только сначала нашего хулигана накормим, иначе он нам покоя не даст. Как скажешь, командир у нас ты. Ну что, ушастый, пойдем посмотрим, что там для тебя на кухне осталось. Пойдем, блохастый. Так, ну что? Это у нас... Ну, все как раз, да. Так, я думал, что папа прилетел за нами, но мы встретили Игоря. Он тоже потерялся, надеюсь, когда-нибудь доберется домой. Ноябрь 44-го. Не знаю, зачем Игорь отдал мне эту фотографию, ведь она была для него так дорога. Так. Казалось, что немецкие города будут наполнены страшными людьми и строениями. Оказалось, что их люди живут своей жизнью и радуются празднику. Первый раз я увидела такую красоту в честь празднованного Нового года. А вернее, как мне рассказала фрау, Рождества. Мы такой праздник не отмечали. Ноябрь 44-го. Добрая немецкая женщина приютила меня как родную. Зовут ее фрау Сельма. Фамилию я так и не могу запомнить. Радостно от того, что не нужно скрываться больше. Насколько я поняла, фрау смогла оформить меня по закону как домработницу, но я не чувствую себя больше в неволе, как тогда в лагере. Фрау ко мне очень добра. Порой я не знаю, как ее благодарить. Так вот и живем вдвоем пока. У нее ведь тоже никого из близких рядом не осталось.
Уже понимаю, что когда придет время, мне очень печально будет с ней прощаться. Но у меня есть своя семья, меня любят и ждут на родине. Папа, бабуля и Горка. Когда же мы с вами повидаемся? 2 марта 45-го. У фрау живет чудесный котик. Она зовет его Шварце, а я просто Черныш. Помню, как мы с ним по городу бегали, чуть не подрались за бутерброд. Потом он меня выручил, словно чудом оконце открыл. С тех пор считаю, что черный кот приносит счастье, а не беду. Он, конечно, хулиган, следит грязными лапками. Любимого варежку подрал. Но для кота это обычное дело. Ленточка помощи. Фрау иногда разрешает мне послушать передачи с родины. Но делаем мы это тихо, чтобы никто ничего не услышал, а то мало ли что. Так, окей. И когда ты успела столько прочесть? Главное начать. Не то чтобы я все поняла по-немецки, но картинки очень красивые. Смотри, ты и без папиной помощи справилась на этот раз. Вышло так себе, честно говоря. Да ладно, тебе все приходит с опытом. Хочешь еще раз попробовать? Ну, давай. Да, давай. Нет, не так. Вот так. Нет, не так. 1000 лет не собирал. Ага, все верно. Нет, не так. Ага, начинаю понимать, как это... Погоди, что-то не вяжется. Ага, хорошо. Отличное начало. Нет, не так. Ура, получилось! Даже лучше, чем у папы. Так, стоп. Все, посмотрели. Всё. Так, вот бы папе показать, как я научилась их складывать. Наверное, он мог бы мной гордиться. Но ничего, время еще придет. Ты как? Готова к операции по спасению боевого друга? Я-то готова, только инструменты нужны. Закрыто. Чего там прятать-то? И от кого? Ты что, черныша нашего не знаешь? Как начнет клубки по дому раскатывать, ходи собирай потом. Да уж, надо искать ключ. Вспомнить бы, где фрау его держит. Ого, а это что такое? Это фрау вчера с чердака достала старые игрушки дочери. Чего же мы ждем? Давай посмотрим, что там за добро. Сейчас есть дела поважнее. Кота покормить. Так, шапка. Мама была бы рада, если бы узнала, что ты в тепле и в безопасности. Я знаю. Дождемся, когда война закончится, а там уже и к бабуле поедем в село. Я уверен, ждать совсем недолго осталось. Надеюсь, папа тоже туда приедет. Да даже не сомневайся. Все. Пойдем кота накормим. Что тут? Знакомые следы. Фрау слишком уж его балует. Она только с утра весь пол вымыла, а тут опять грязь. Надо бы помочь. Так, мистер кот, кто там наследил? Не, руками оттереть не получится. А? Шкодливая мота.
Идем, поедим. Где у тебя миска? Вот ты натоптал. Так. И где? Что, молоко? Эх, вот колбаски немцы умеют делать. Надо отдать им должное. Пахнет вкусно. Коту, что ли? Пожарить бы, да картошечки отварить. Ну. О, любимое лакомство черноша. Чтоб я так жил. Килограмм сардин. Закройся. Закройся. Так, кошачий. А миска твоя где? Эй. Кс-кс-кс. Ешь, ушастик. А помнишь, как ты меня метлой в бараке снимала? Я тогда еще на пол больно шлепнулся, но виду не подал. Эх, были же времена. Ну да. Ну, просто кошачий. Топтал тут. Кажется, все. Молодец. Думаю, фрау будет приятно. Это меньшее, что я могу для нее сделать. Осталось швабру на место положить. И ключ найти. Батюшки, кто это? Не знаю, но фрау говорила никому не открывать. Смотри, смотри. Они что-то просунули под дверь. Давай посмотрим. Ох, не доведет тебя до добра твое любопытство. Ну а вдруг там что-то важное? Так, милая Сельма, будьте осторожны. Среди соседей ходят слухи, что вы не поддерживаете правящую партию и, быть может, даже помогаете советской разведке. Не знаю, кому вы перешли дорогу. Возможно, слухи дошли из-за русской девочки, которую вы приютили. Я знаю, как вам она дорога, но, пожалуйста, берегите себя. Доброжелательный сосед. Неужели фрау грозит опасность? Это может быть из-за меня. Да брось ты, это всего лишь слухи. К тому же, может быть, ты не так чего поняла, все-таки на немецком. Ладно, покажем записку фрау, как она вернется, и там будем думать. Вот, это правильно. Лучше не делать поспешных выводов. Сколько хороших книг у фрау. И ты уже все прочла, небось? Да прям, я так, потихоньку. Муж фрау ушел на фронт, и сын тоже, как мой папа. Угу. Только воюют они там против наших. Ну да.
Зернышки нет. Вот ты Зернышки где есть. спрятался. О, тайник у фрау что надо. Сразу видно, человек культурный. Гляди, фрау оставила свой ежедневник. Что это на нее нашло? Да уж, на нее это не похоже. А давай посмотрим записи. Вдруг станет понятнее. Ты плохо на меня влияешь. Подстрекатель. Давай. Моя твоя не понимать. Так много дел у фрау, а я даже не замечала. Да уж, она женщина деловая. Надо бы помочь. Отличная мысль. Давай переведем, что написано, и поймем, что сделать надо. Покормить кота, вымыть пол, приготовить обед. Ну, половина уже сделана. И пометь еще, что меня подлатать нужно. Что флажку? Так кота мы покормили. Ну что, раз фронт работ понятен, давай приступать. Приготовить обед и заштопать флажку. Есть. Так, газеты. Немецкие войска сильны как никогда. Армия Рейха продолжает завоевывать Европу город за городом. СССР и союзники отступают, и их двухсловным победа будет за нами. Как же Да-да-да. так? Да быть этого не может, брешут они. Нашла кому верить. Когда же все это уже закончится? Скоро, моя милая, скоро. Посуда еще со вчерашнего вечера осталась. Фрау в последнее время немного рассеянная, да и я почти не помогаю. Неправда, ты у меня молодец. Посмотрел бы я на кого-нибудь, кто в твоем возрасте столько пережил. Давай лучше уберем это все сами. Мысль хорошая. Вот, так гораздо лучше. Осталось отнести посуду в раковину. Все чисто, остается только накрыть на стол. Если соберешься что-нибудь готовить, конечно. Погнали. Так, коту подзатыльник нужно? Эх, должно быть мягкое у фрау креслице. Не время еще отдыхать. Труд, конечно, облагораживает, но нас с тобой бездельниками назвать сложно. Вот когда все сделаем, тогда и поваляемся со спокойной душой. Так, а это... Пойдем готовить. Что тут за кастрюли такие? Фрау явно собиралась приготовить завтрак. Может, кто-то ее поторопил, и поэтому она ушла? Хочешь закончить начатое? Почему бы и нет? Пол картофелины, считай, очищены. Еще чуть-чуть. Да не вращайте ее. Вот и первая готова, молодец. Там она не дочищена до конца. Потом будет песок на зубах. И сверху, снизу тоже. Так, тык. Недурно, недурно.
Еще чуть-чуть. Ну что, этого хватит. Остается только отварить. Так. Ну что, давай разбираться, что и как готовить будем. Вот и кастрюлька. Надо бы воды набрать, если хочешь сварить чего-нибудь. Здорово ты справилась. Да что тут особенного? Так, кастрюля. Думаю, столько воды хватит. Так, ну что? Бросим картошечку. Так. Сосиски на сковородку. Вот. Остается зажечь плиту, и дело в шляпе. Спичек полно, так что не переживай. Начинается. Второе. Можно сказать? Картошечка, кажется, готова. Можно выкладывать. Вот и колбасочки готовы. Пахнет замечательно. Только не забудь плиту выключить. Ну, вроде все готово. Можно накрывать на стол. Какая же ты самостоятельная. Аж гордость берет. Сам больше ничего так. Можно накрывать на стол. Красота. Теперь можно и поесть. А я хотела дождаться фрау. Так остынет же. Лучше пусть остынет, чем есть в одиночестве. Справедливо. Так, так, ключ. Все еще закрыто. И все еще нужен ключ. Ого, похоже, фрау здесь не только нитки прячет. Заначка. А я все думала, куда она его убирает. Такие времена, что радио лучше держать подальше от посторонних глаз. Ну что, послушаем, что там с передовой вещают. Давай все-таки пока с остальными делами закончим. Ну что, я готов. Смотри, я для верности прошью тебя по контуру. А ты точно умеешь этой штукой пользоваться? Да, фрау мне все объяснила. Чтобы сделать шов, крутишь маховик. Если нужно поправить ткань, аккуратно ее двигаешь. Звучит просто. Поехали. Ну. Давай, стриги. Мурик все равно стоит, ничего не хочет печатать я.
Эй, осторожнее, надо чуть подровнять. Так, конечно. Извини. Ничего, ничего, я держусь. Жесть, братан. Совсем чуть-чуть осталось. О, ну наконец-то все. Готовченко. Теперь как новенький. Ну, новенький — это сильно сказано, но чувствую я себя действительно лучше. Спасибо тебе. Пойдем скорее в кресло радио слушать. Идем. Так, а это... Ого, а это что? Это фрау вчера с чердака достала старые игрушки дочери. Чего же мы ждем? Давай посмотрим, что там за добро. Сейчас есть дела поважнее. Кошачий подвинься. Победа близка. Советские войска уже в Польше. Мирные немцы не поддерживают фашистов и переходят на сторону СССР и союзников. Фронт совсем рядом. Сотни или даже десятки километров. Добраться до него, до своих, астарбайтеры или пленные могут пешком или на поезде. Вот так дела. Когда выдвигаемся? Думаешь, пора? Да как сказать? С одной стороны, сейчас тепло, идти легче. С другой, все еще огромный риск. Сейчас у нас крыша над головой, еда. Мы с тобой чудом выжили. Не факт, что повезет снова. Тогда что ты предлагаешь? Нужно все хорошенько обдумать. Это правда. Ща, фрау скажет, давай, до свидания. Ася, проснись. Возьми ключи и запрись в комнате. Не переживай, alles wird gut. Сиди тихо, а я договорюсь. Не пойму, что они там говорят. Поступили жалобы за одним столом с русской девочкой. Советские передачи по радио. А сейчас? Что там у них происходит? Это солдаты. Уводят ее куда-то. Идут сюда. Так, нам нужно убегать и как можно скорее. Какой кошмар. Бедная фрау. Теперь-то у нас одна дорога. Домой. Главное не оглядываться. Шапка там осталась. Ой-ой-ой. Ты цела?
Я уж было стал забывать про наши передряги. Нас еще ищут. Господи! Надеюсь, ворота заперты плотно. Дверь открыта. Может, не похоже, нам тут не рады. По радио говорили. Дойти до Восточного фронта пешком. Сейчас, конечно, теплее стало, но все же, сколько там километров? И главное, куда? В какую сторону? Ладно, нам бы не попасться, а ноги выведут на Нет, только не собака. Давай скорее, пока она за нами не побежала. Вот так полоса препятствий. Ну ничего, глаза боятся, ноги прыгают. Тихо. Где это мы? Стой! Что, какая-то охраняемая зона? Видишь тот прожектор? Нам в него попадаться никак нельзя. Кто-то едет. Тихонечко. О, успели. Так. Наконец-то! Железнодорожная станция. Все-таки по рельсам быстрее, чем на своих двоих. Понять бы еще, какой поезд нам нужен. Он движется, это уже неплохо. Куда? Только вот куда он едет? Ладно, доверимся случаю. Здесь даже уютно как-то. Не тесно, по крайней мере. Ой, похоже, все-таки далеко он не уедет. Давай искать дальше. Вот это мы с тобой вляпались. Ничего, и не из таких передряг выбирались. Ты маленькая, юркая, кто тебя здесь заметит? Помнишь, как ты с папой в прятки играла? Поначалу он еще поддавался, делал вид, что не знает, где тебя искать. А потом ведь серьезно не мог тебя найти.
Ты ведь почти час в той коробке просидела. Да, хорошие были времена. Там, гляди в оба. Ловкая, как тень. Только не зазнавайся. Терять бдительность нам нельзя. Еще осторожнее. Выхода нет, надо ползти. Только бы не заметили. Не люблю такие ситуации. Напряженные. Кажется, этим вагонам нет конца. Но это только кажется. Мы с тобой все преодолеем. Нет, так мы не пройдем. Заметят. Как же быть? Что там происходит? Беги! Все. Засада. Fang sie! Препятствие. Залезай в ящик. Ну же, скорее. Девочка, где? Не знаю, тут только я. Nichts nutzt. Фух, спасибо. Ты чего здесь делаешь-то, малая? Мне на Восточный фронт нужно. Там свои. Неужели прорвались к Польше? Вот так новости. У вас нашивка. Вы что ли... Да, много нас здесь, на чужой земле, в неволе. А ты-то как бежала? Да я еще до осени. Это твой поезд подъехал. Скоро отправится. Так, давай прячься. Я тебя до вагона донесу.
все бы отдал, чтобы твою историю дослушать, но время поджимает. Я бы и сам в этот поезд сел. Только заметит меня. А у тебя еще есть шанс. Сейчас будем идти мимо охраны. Сиди тихо, иначе нам обоим конец. Ох-охо! Как же нам повезло! Только представь, несколько часов, и мы уже на месте. Нас направят куда надо, а там уже и до дома рукой подать. Красота! Только что-то поезд не едет. А что, если они вагоны обыскивать начали? Давай-ка мы с тобой тихонечко вылезем и посмотрим в щелочку, чтобы быть наготове в случае чего. Одним глазком. Ой-ой, как же так? Ася! Ася! Прости. Так, не знаю, зачем бумагу мора. Скорее всего, записка эта пропадет и затеряется где-то, склеит в краской могиле. Только все равно хочется верить, что останется хоть какой-то след, что вот, мол, был такой человек на свете. Зовут меня Михаил Валежников, родом из Ростова. История моя не для книжки, конечно, но как есть. До войны был каменщиком, когда немцы пришли и взяли город целый, я сдался врагу. Вот уже 2 года существует как такая рабочая сила. Для геройства оказался курсовал. Жену нас разлучили тогда же. Не знаю, где она теперь, жива ли еще. Теперь нас не было, судьба не наградила. Все было только что говорить с любимой еще раз. Да только не бывать уже этого. Будь я посмелее, так взял бы камень побольше и разбил бы голову одному из зверей, тех, кто автомат ухватил. Унес бы с
собой еще пару фрицев, но, видимо, не всем быть героями, которых помнят, о которых потом ребятишкам рассказывают. Жить дальше нет сил, но и лишить себя жизни не хватает. Остается тихо на болезнь надеяться. Зачеркнуто. Гоню от себя дурные мысли, стараюсь верить, хоть кое добро еще сумею сотворить. Да, сотворил. Ну, вот как раз это письмо. Нет, башмачков твоих. это снится сон, наверное. Так, теперь мне быть вместо фронта.
свои. Чужой танк. Живая. Только не закрывай глаза. Не закрывай. Смотри на меня. Все будет хорошо. Все хорошо. Тридцатое апреля 45 фильтрационные пункты НКВД СССР. Ну, уже лучше. Допрос. Итак, Голубева Ася Петровна. Мне доложили, что ты несколько дней провела в госпитале. Как твое здоровье, как самочувствие? А хер его знает. Сам вижу, что вполне неплохо. Это радует. Ты же понимаешь, почему ты здесь? Кажется, да. Я-то понимаю. Так скажи, Ася, куда и зачем ты бежать решила? К бабуле и тетке. В село. Они меня ждут очень. Допустим. Но это еще проверить надо. Где родители твои? Не знаешь, стало быть? Или боишься вслух произносить? Как вообще ты по ту сторону фронта оказалась? 2 года назад нас с мамой увезли в лагерь. Лагерь, значит? Что это был за лагерь? Я не знаю точно, что это за место. Нам выдали одежду с нашивками, заставляли работать. И тяжелая работа была. Что приходилось делать? Было тяжело. Постоянно хотелось есть и спать, но... С нами жили добрые люди. Тетя Надя, тетя Люба. Все остальные женщины тоже хорошо к нам относились. А главное... Мама была рядом. Я бы всю жизнь там провела, лишь бы мы снова были вместе. Работали добровольно. Угу. Пока вся страна на фронте, пока мужчины родину защищают, вы с матерью поехали немцу помогать? Но нас забрали, у нас не было выбора. Не было выбора? Надо было бежать. Вот я и бежала. А не вышло? Так лучше тогда умереть, чем помогать врагу. Да что ты думаешь, ты одна такая? У меня таких, как ты, тут приползли, как только враг слабеть начал. Чего ж вы не остались там все? Я не помогала. Все с тобой понятно.
Немцу помогала, и нам пользу принесешь. Будешь полы мыть каждый день, а потом в детдом тебя определим. Товарищ лейтенант, проводите девушку. Пойдем. Хотя подожди, ты Петру Голубеву не родственница? Конечно. Это же дочь пилота-героя. Ас-истребитель, весь фюзеляж был в звездочках, про него правда еще писала. Тогда надо в часть сообщить. Где он там служит? Так сбили Петра полгода назад. Медаль посмертно. Ну что, Голубева Ася Петровна, значит, говоришь, есть тебе куда идти. Так иди. Пошагали. 10 мая 45 Ленинградская область СССР. Победа. 991 день. Да, я за свой век много историй слышал. Но твоя точно самая удивительная будет. Ну, нет худа без добра, правда же? Будет что внукам рассказать. Так тебе в починке надо, говоришь? Да. Я в тех краях лет 100 уже не был. Но дорогу помню. Ты это... Хочешь возчик подержать? Угу. Только учти, кляча моя стара, как эта дорога. Ты уж с ней поласковей. Ай, что говорить, непростое время было. Столько молодых душ загублено. Я бы сам пошел, да кому я сдался. Мешался бы только под ногами. Еще с первой войны хромым сделался, а теперь и глаза ни к черту. Одним словом, прошло мое время. Твое же только начинается. Главную беду мы как-то пережили. Теперь жизнь снова своим чередом пойдет. Вот старуха моя, еще картошку собралась сажать. Мне бы ее прыть. Мы с ней чудом зиму пережили. Даст Бог, еще поживем. Гадаем, кто из детей первым воротится. Должен же кто-то хозяйство налаживать. О, вот и деревня твоя. Напрямик через поле быстрее будет. Ноги молодые, доскачешь козочкой. Спасибо вам, дедушка. Ну, бывай, дочка. А вот свидимся еще. Обязательно. Так, что у нас тут? Давай почитаем. Я никогда тебя не забуду, дорогой друг, сколько же мы с тобой прошли вместе, сколько пережили, но в последний путь я отправилась совсем одна. Этот ад в Польше до сих пор отзывается в памяти. Огонь, выстрелы, тела. Тот обезумевший солдат. Я не знаю, что ему было нужно. Хотел бы убить, наверное, убил бы сразу. Я даже не помню, как это произошло. Рука будто сама потянулась к ножу. Да, у меня не было выхода, но от всех этих мыслей не легче. Какое счастье, что медсестра заметила меня и помогла выбраться. Зовут ее Света. Недавно стукнуло 19. Время от времени
навещает меня в госпитале. Одежду мне новую подыскала. Не знаю уж, почему она ко мне так добра. Думаю только о том, как отплатить ей за все то хорошее, что она для меня сделала. 12 апреля 45-го. Подожди, почему 12? Это же там все происходило 25-го, по-моему, или нет? Странно, нестыковочка какая-то. Папочка, как? Почему? Когда я узнала о том, что тебя больше нет, я просто не могла дышать. Я не хочу. Отказываюсь принимать, что и мама, и ты. Как же мне быть дальше? Ради чего все это? Что-то там зачеркнуто. Я все равно дойду до нашей деревни, где бабуля и все родные. Знаю, вы бы хотели этого. Пускай все будет не зря. Путь непростой, но по родной земле и идется легче. Спасибо добрым людям, что готовы были на ночь принять, накормить. Порой даже удочерить хотели, но я хоть и сирота, но все же родные у меня еще есть. Что будет дальше? Доберусь ли я? Уже стараюсь не думать лишний раз. Пока иду, а там будь что будет. Ну вот мы почти добрались. Родные пеноты. Окна кривые, конечно, жесть. Зверьки побежал. Ты водишь? Пошутил, что ли? Не получается.
Вот это мы здорово справились. Вот даёт. Ничего, тебе у нас понравится. Вы где были-то сегодня? Да где? Слонялись тут да там, не знаешь что ли? Что есть будет. Вот и замечательно. А ты откуда будешь? Давай, не спи. Нет, ты это видел? Да ну, брешешь. Это же надо так. А я тебе верю. Лен, ну ты, конечно, тоже мне герой. Сейчас песню петь начнем. Ты не плачь. Хорошо, давай, конечно. В целом атмосферненько. Молодцы. Спит царевна, уж в долине колокол затих, уж коснулся сумрак синий башмачков твоих, чуть колышутся березы, ветерок свежей, ты во сне